Всем привет, меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу поделиться с вами новым рецептом домашнего торта Мокка. Торт очень вкусный и нежный, буквально тает во рту. Готовится достаточно просто, получается высоким, красивым в разрезе и отлично держит форму. Данное количество ингредиентов рассчитано для торта диаметром 19 см, высотой 9,5 см и весом 2 кг 150 г. Давайте приготовим. Для данного торта я использую бисквит, который приготовила в предыдущем видео. Ссылку на рецепт я оставлю в описании под видео и в подсказках к видео. Остывший бисквит разрежем на коржи. Сначала я срезаю шапку бисквита. Часть шапки мы используем позже для украшения торта. Оставшийся бисквит разрезаем на коржи. Я делаю небольшой надрез по краю бисквита. Надрез вставляю нить и нитью разрезаю бисквит. Данный бисквит мягкий, не сухой, пористый. Его можно готовить не только для торта, он вкусный сам по себе. Таким образом я разрезаю бисквит на 3 коржа. Приготовим пропитку для коржей. К 60 граммам или миллилитрам горячей воды добавляем 2 чайные ложки растворимого кофе, 1 чайную ложку сахара и 1 чайную ложку ванильного сахара. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем 120 граммов или миллилитров холодного молока. Перемешиваем, и пропитка готова. Равномерно пропитываем коржи всей пропиткой. Убираем коржи в сторону и приготовим сливочный крем. В чистой сухой холодной чаше взольем 200 граммов или миллилитров охлажденных сливок жирностью 30-35%. Начинаем взбивать на небольших оборотах миксера. Когда сливки начинают пениться, добавляем к ним 10 граммов или 2 чайные ложки ванильного сахара и 50 граммов или 2,5 столовые ложки без верха сахарной пудры. Когда сахарная пудра растворится, постепенно увеличиваем скорость миксера до максимума и на максимальных оборотах миксера взбиваем сливки до воздушного состояния, до мягких пиков. Добавляем к взбитым сливкам 200 граммов мягкого пастообразного творога. Если у вас творог с крупинками, то сначала взбейте его блендером или протрите через сито. Вместо мягкого пастообразного творога можно использовать сливочный сыр. Крем готов, он получается нежным, воздушным и при этом отлично держит форму. Убираем крем в холодильник и приготовим шоколадный крем. Разогреем в микроволновой печи или на водяной бане 140 граммов черного шоколада с содержанием какао 50%. Размешиваем шоколад до однородного состояния и оставляем на столе. Для шоколадного крема, так же как и для сливочного, я использую мягкий пастообразный творог, который готовлю из кефира. Ссылку на рецепт, как приготовить творог из кефира, я оставлю в описании под видео и в подсказках к видео. Вы можете брать любой мягкий пастообразный творог, который вы любите. Или творог можно заменить сливочным сыром. К 400 граммам творога добавляем 40 граммов или 4 столовые ложки без верха просеянного какао, 120 граммов или 6 столовых ложек без верха сахарной пудры, 200 граммов густого натурального йогурта. По желанию йогурт можно заменить сметаной. Перемешиваем до однородного состояния, сахарная пудра и какао должны полностью раствориться. Добавляем ранее растопленный шоколад. Перемешиваем до однородного состояния. Крем готов, он очень вкусный, нежный, после стабилизации отлично держит форму. Сразу отложим 2 полные столовые ложки крема, этим кремом в конце покроем бок торта. А пока этот крем убираем в холодильник. Друзья, у меня на канале есть много рецептов разных домашних тортов. Очень вкусный шоколадный торт «Москвичка». Торт приготовлен из нежных, можно сказать, воздушных шоколадных коржей и густого шоколадного крема в глазури. Очень нежный, любителям шоколада торт непременно понравится. Торт «Осенний поцелуй». Торт высокий и красивый в разрезе. Очень вкусный, приготовлен из медового бисквита и йогуртово-заварного крема с прослойкой вишни и шоколада. Ангельский торт. Торт приготовлен на основе ангельского бисквита и нежнейшего заварного крема. Сверху посыпан белым шоколадом. Торт очень вкусный, необыкновенно нежный, в меру сладкий. Прекрасный торт на любой праздник. Ссылки на рецепты этих тортов я оставлю в описании под видео и в подсказках к видео. Сформируем торт. Выкладываем первый корж на тарелку, устанавливаем разъемное кольцо и ацетатную пленку.
Делим визуально шоколадный крем на 3 части и покрываем первый корж 1/3 частью крема. Крем равномерно разравниваем. Делим сливочный крем пополам и выкладываем половину крема на шоколадный крем. Аккуратно равномерно крем разравниваем. Посыпаем сливочный крем просеянным какао. У меня на одну посыпку уходит 1 столовая ложка какао. На какао выкладываем второй корж. Корж слегка придавливаем. И повторяем слои. Корж покрываем 1/3 частью шоколадного крема. Крем равномерно разравниваем. На шоколадный крем выкладываем оставшийся сливочный крем. Аккуратно его разравниваем. И посыпаем просеянным какао. На какао выкладываем третий корж и слегка его придавливаем. Корж покрываем оставшимся шоколадным кремом. Часть шапки бисквита, которую мы срезали в начале, измельчим в крошку. И посыпем крошкой торт сверху. Убираем торт в холодильник пропитаться и стабилизироваться минимум на 3-4 часа. Я обычно убираю на ночь. Охлажденный торт освобождаем от кольца и ацетатной пленки. Сверху я украшаю торт мягким шоколадом. Для этого надо растопить в микроволновой печи или на водяной бане 15 граммов шоколада. У меня шоколад с содержанием какао 50%. К растопленному шоколаду добавляем 1 чайную ложку растительного масла и перемешиваем до однородного состояния. Перекладываем в кондитерский или пищевой пакет. В пакете делаем маленький срез с уголка и рисуем шоколадом тонкую сеточку. Обмазываем бок торта ранее отложенным шоколадным кремом. И посыпаем измельченной бисквитной крошкой. Торт очень вкусный, мягкий, нежный, прекрасно подойдет как для домашнего чаепития, так и для встречи гостей. Советуем его приготовить. Если вам понравился рецепт, то делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения!